Как укротитель зверей, Рин может заключать контракты только со зверями и не обладает никакими боевыми навыками, что делает его бесполезной тратой места для своей команды. Его товарищам надоело повсюду таскать его задницу, поэтому однажды высокомерный лидер Ариос говорит ему, что они увольняют его из своей партии. Позже в тот же день он сидит на скамейке в парке и вспоминает, как сильно его команда издевалась над ним в течение последних 6 месяцев. И как он, просто не обращая внимания на тревожные сигналы, он видит, как 3 детей подходят к нему и просят продемонстрировать свои способности. И поскольку никому больше нет дела до его способностей, он соглашается. После того, как группа одобрила его кандидатуру, он решил стать искателем приключений и пришел в гильдию, чтобы зарегистрироваться. Там Нигли, администратор, дал ему задание убить 10 гоблинов и собрать 20 лекарственных трав в качестве испытания искателя приключений, которое он должен пройти, чтобы официально стать искателем приключений. Искатель приключений. Он отправляется в лес, чтобы выполнить свое задание, и заключает временный контракт с белкой, которая поможет ему найти гоблинов. В конце концов, он натыкается на группу гоблинов, которые заняты тем, что едят и спят. Он прячется за деревом, готовя свой нож для внезапного нападения. Собрав столько мужества, сколько сможет, трус бросается к ним и перерезает гоблину горло. Увидев это, другие гоблины начинают убегать, но ему удается запрыгнуть на одного из них, повалить его на землю и вонзить нож в позвоночник. Это выводит из себя других гоблинов, и они бросаются на него с камнями и палками, чтобы вырубить его. Он быстро перерезает горло одному из них и бросает свой нож в другого, попадая ему в грудь и сразу убивая его. Как раз в тот момент, когда он восхищается рунами, которые он получил от гоблинов, в качестве своего первого достижения в жизни, он слышит крик девушки. Желая проявить свою несуществующую храбрость и произвести на нее впечатление, бежит в направлении звука и видит огромного тигра-убийцу, готового напасть на девушку. Девочка – дух кошки. Когда он видит, что девушка из такой могущественной расы побеждена, это пугает его до смерти. Но отчаянно желая произвести впечатление, он бежит к ней, чтобы помочь. Он подпрыгивает высоко в воздух, прежде чем опустить свой нож на шею тигра, но нож разламывается на 2 части, не оставляя на ней ни царапины. Чудовище. Разъяренный нападением, тигр переключает свое внимание на мальчика. Рин просит девочку воспользоваться этим отвлекающим маневром и убежать как можно быстрее, пока он пытается придумать, как победить монстра. Однако для него это стало неожиданностью. Девочка взлетает высоко в воздух позади тигра и наносит мощный удар ногой по спине тигра. Используя, забирает у нее последние силы и вырубает ее одним ударом. Риоан начинает хвастаться своей силой, когда тигр начинает исчезать из-под нее и она теряет сознание. Он решает спасти остатки своей репутации и ловит ее до того, как она упадет на землю. Узнав, что она голодна, чувак приносит ей еду, несмотря на то, что у него нет ни гроша, потому что зачем упускать шанс покрасоваться? Насытившись, ранее голодный кошачий дух наконец-то начинает говорить и представляется Канады, рассказывая ему, что она отправилась путешествовать, потому что ей наскучила ее тихая жизнь в горы. Во время своего путешествия она забрела в лес и сильно ослабла, потому что последние 3 дня не могла найти еду, когда на нее напал тигр. Когда они возвращались в город, Злой поделился своей историей, и Кэт разозлился на вечеринку за то, что они были такими грубыми и высокомерными. Она говорит Рину, что на самом деле он один из редких звероловов, которые могут приручать людей духов кошек, и просит его попробовать. У него начинается посттравматический стресс из-за воспоминаний о том, как он в детстве застрял в огне. И он понимает, что наличие в качестве домашнего животного высшего вида гарантирует, что ничего подобного с ним больше никогда не случится. Он кусает себя за большой палец и пускает из него кровь, чтобы начать ритуал заключения постоянного контракта. Когда капля крови попадает на другую ладонь, на его руке образуется руна и вокруг нода накладывается связующее заклинание. К его облегчению контракт успешно заключен, и теперь они с Канадом связаны навеки. На следующий день он забирает 10 рун гоблинов и 20 лекарственных трав, которые он собрал, обратно в гильдию и официально становится авантюристом F-ранга в гильдии авантюристов Горизонта. Как раз в тот момент, когда он говорит Канаду, что им придется начать искать работу прямо сейчас, потому что он слишком разорен, чтобы позволить себе еду или жилье. К ним подходит накачанный чувак. Он в шоке от того, что в городе появился дух настоящей кошки и приглашает ее выпить кофе, одновременно насмехаясь над Рене. Канада ведет себя как идеальный беспризорник и защищает Рене, называя ее хозяином. Мужчина просто начинает смеяться и вызывает мальчика на матч по армрестлингу с девушкой-кошкой в качестве приза. Рин соглашается на бой только для того, чтобы гарантировать, что мужчина больше никогда не побеспокоит Найта. Ко всеобщему удивлению, включая его собственное, он побеждает зверя в мгновение ока и ранит его огромную руку. Натали прибывает в вестибюль, услышав шум, и начинает извиняться перед Рином, говоря ему, что гангстер всегда ходит вокруг да около, доставляя всем неприятности. Когда злодей пытается ее разозлить, она бьет его по лицу под столом и, извинившись еще раз, утаскивает прочь. Кэнон видит замешательство Рене по поводу его внезапной силы и объясняет тупица, что заключение контракта с высшим видом увеличивает характеристики укротителя на тонну. Как только она справляется со своим разочарованием от того, как мало он знает, она взволнованно спрашивает его о следующей работе, только для того, чтобы разочароваться еще больше. Потому что следующая работа на очереди еще кое-какой сбор трав. В лесу Канады с ума сходит от скуки, наблюдая за тем, как Рин заключает контракт с несколькими кроликами и
заставляет их в течение минуты искать для него травы. Внезапно ее острый слух улавливает какие-то крики вдалеке, и парочка устремляется к тому месту. Из своего укрытия они видят, как над стариком издеваются эбеновые клыки, группа печально известных бандитов. После того, как авантюристы, которых он нанял для защиты, испугались и бросили его. Рин стремится спасти человека и на полной скорости выскакивает из кустов вместе со своим питомцем, чтобы напасть на головорезов. Он бьет одного из них в живот, в то время как девочка-кошка бьет другого в лицо. Он продолжает наносить удары руками и ногами, в то время как девочка бросается к торговцу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он в мгновение ока побеждает мужчин своей новой сверхчеловеческой силой, и торговец убеждает их убегать, так как остальная банда наверняка захочет отомстить. Узнав, насколько они на самом деле опасны, глупый мальчик решает захватить их всех. Он просит Белку показать им дорогу, и как только они добираются до убежища Ибонского клыка, он заключает контракт с группой Арби, волшебных пчел, которые жалят и парализуют жертву в течение 12 часов. Он просит Канага прислать авантюристов и рыцарей в качестве подкрепления из города, как только он отправит пчелиный рой за бандитами. В другой части леса Мина и Лин из отряда бывших героев Рина обвиняют своего недавно нанятого укротителя зверей в том, что он столкнулся с головорезами и был вынужден покинуть отряд. Торговец, который мог бы стать для них денежным джекпотом. Когда они кричат на него за то, что он не приручил достаточное количество белок, чтобы как следует разведать лес. Он рассказывает, что большинство укротителей зверей могут приручить только одно животное за раз, что заставляет их задуматься о силе Рин. Они отказываются верить в то, что недооценили Рина, и решают, что новичок проходимец, и увольняют его некомпетентную задницу. Вернувшись в убежище, мы видим, что вся банда разбросана по пещере и уже парализована, когда прибывает Кеннон с подкреплением, чтобы помочь им арестовать головорезов. Все искатели приключений хвалят его и просят оставить уборку на них. И как раз в тот момент, когда Дью собирается уходить, они слышат громкий рев, доносится из глубины пещеры. Перед искателями приключений появляется группа королевских ящериц морского ранга, которых держали в качестве домашних животных клыки и буна. Поняв, что они обезумели, Ри немедленно начинает действовать, чтобы разобраться в ситуации. Он бьет ящерицу в грудь и вырубает ее, в то время как кошачий дух наносит удар ногой в челюсть другой ящерицы, отбрасывая ее на землю. Он просит других искателей приключений расправиться с бандитами и сбежать, пока они разбираются с этой ситуацией. Когда Дью наносит удары ногами направо и налево по зверям и побеждает их, он вспоминает, как далеко он продвинулся от простого ничтожества в своей группе до авантюриста со сверхчеловеческой силой и высший биологический вид в качестве своего питомца. Когда она рядом, он чувствует себя готовым к приключениям и преодолению трудностей, какими бы серьезными они ни казались. Поимка клыков и буна приносит ему повышение до ранга Е и солидную награду, которая наконец позволяет им есть настоящую еду и покупать кое-какое снаряжение. Они также находят удобный домик, но вынуждены жить в одной комнате, потому что все остальное переполнено. В ту ночь, когда Райан спала как убитая, Кеннеди не спала, вспоминая всех плохих людей, которые пытались приблизиться к ней всю ее жизнь из-за того, какая она редкая. В этот момент она чувствует себя по-настоящему благодарной за то, что встретила Райна, который пытается защитить ее из искренней доброжелательности и заботы. Внутренне клянется помочь ему исцелить его боль и быть с ним, несмотря ни на что. Проходит неделя, пока они занимаются обычными мирными делами, и в один прекрасный день они узнают, что хулиган по кличке Сторожевой Пес появился на важном для их королевства мосту и никому не позволяет его пересекать. Поскольку это огромная угроза, награда за победу над чудовищем также огромна, что побуждает Рене немедленно взяться за это задание. Рене пытается поговорить с людьми, на которых напал зверь, чтобы узнать больше, но все они отказываются говорить, что заставляет его относиться к этому еще более настороженно. И они решают просто зайти внутрь и увидеть это своими собственными глазами. На мосту они сразу же сталкиваются с огромным красным драконом, который приземляется прямо перед ними, громко топая ногами, и посылает во все стороны сильные, ослепляющие потоки ветра. Когда пыль осядет, дракон вернется в свою первоначальную форму девочки-оборотня и вызовет их на поединок. Она представится как Таня, представитель высшего вида драконоидов, и скажет им, что использует эту породу для своего обучения. Она признает их силу и верит, что они станут для нее лучшими противниками, на которых она сможет отточить свою силу. Прежде чем мальчик успевает подготовиться, драгоноид мчится к нему на полной скорости и целится ему в лицо, от чего ему удается увернуться и заблокировать удар в самый последний момент. Она отталкивает его и подбрасывает в воздух, но ему удается приземлиться на ноги. Затем она начинает стрелять огнем в их сторону, от чего хвост Канады загорается. Глядя на то, как уничтожается ее драгоценный хвост, она теряет самообладание и бросается на Таню. Она вскакивает на руки и пытается пнуть дракона, но зверь блокирует удар и наносит ей удар, как только она встает на ноги. Ей удается быстро блокировать удар, и пока они продолжают свои молниеносные атаки друг на друга, Рин выскакивает из-за спины Тани и подает сигнал Канаду атаковать вместе с ним. Однако, к их удивлению, дракон легко блокирует их обоих и раскручивает, прежде чем подбросить в воздух. Пока они беспомощно висят в воздухе, она выпускает в них сильную волну огня,
но они используют свои ноги, чтобы оттолкнуть их друг от друга и выбраться наружу. От места взрыва и благополучно приземлиться на мосту. Он понимает, что они никогда не смогут одолеть ее в рукопашном бою и решает воплотиться в образе зверя-молота. Он просит девушку-кошку уделить ему несколько минут, пока он разрабатывает план и убегает с места происшествия. Затем Кинай прыгает к драгоноиду и бьет ее силой, отталкивая назад. Прежде чем она успевает восстановить самообладание, она снова начинает атаковать ее, но Таня достаточно быстра, чтобы блокировать их. Тем временем Рин, который прячется в углу, заключает временный контракт с птицей, которую он заметил ранее, и просит ее привести с собой его друзей. Он направляет их к дракону, который заставляет их слететься к ней и начать клевать ее. Она начинает раздражаться и прогоняет их всех прочь, хвастаясь тем, что эти жалкие птички совсем не причиняют боли, как вдруг ее ноги перестают работать и она падает на землю. Рин рассказывает, что птицы ядовиты, и когда яд начинает распространяться по всему ее телу, она сдается. Парень просит ее пойти с ними, чтобы он мог узнать о ней больше, и после того, как девочка-кошка немного подтолкнула ее, она соглашается. Вернувшись в город, Рин просит Таню молчать о ее настоящей личности, потому что если кто-то узнает, что она сторожевая собака, то весь город может охватить паника. Но драконицу нелегко контролировать, поскольку она продолжает бросать вызов каждому сильному человеку, которого видит. После уведомления гильдии о том, что угроза моста Страйт нейтрализована, дуэт отводит Таню на поле за городом и просит ее уехать как можно дальше от города. Заставил ее пообещать, что она больше нигде не причинит неприятностей. Однако она признается, что ее вырастили Рин, и она хочет присоединиться к ним в их приключениях. Хотя Найт и ревнует, он приветствует ее и заключает с ней контракт. Позже той же ночью Ариос и его компания возвращаются в город после неудачной недели прогулок по лесу. Они расстроены тем, что им приходится прилагать дополнительные усилия для выполнения работы, которую обычно выполняет Рин. Из-за этого руководитель решает воспользоваться миловидностью мальчика и снова нанять его на работу, а затем бросить. Первое задание, которое Рин выполняет со своим новым питомцем, это уничтожение слизняков. Оказавшись на поле боя, Канада признается, что не решается принять участие в этой работе, так как ненавидит липких слизняков. Таня просит ее расслабиться, так как дракон Ой может использовать свой огонь, чтобы победить их, вместо беспорядочного рукопашного боя, который по-настоящему заводит девушку-кошку. Взволнованный и счастливый. Долгое время им не удавалось выследить слизняков. Поэтому укротитель зверей решил перенести часть своей души и сознания в птицу, чтобы она могла наблюдать за лесом сверху. Он привел своих товарищей к большой группе слизняков, которых он нашел, и как раз в тот момент, когда девочка-кошка собиралась бросить в них огромный камень. Таня попросила Сирену вместо этого бросить его огненный шар. Из своего опыта тренировок он знает, что его огненный шар недостаточно мощный, чтобы уничтожить целый рой слизняков, но тем не менее пытается. Он фокусирует свою магию и запускает огненный шар в сторону слизняков, который на удивление оказывается гигантским и уничтожает всех целевых существ за один раз. Таня напоминает ему, что он получает силу любого существа, с которым заключает контракт. Как раз в этот момент перед ними появляется еще несколько слизняков. Его компаньон-дракон говорит ему, что он может использовать этих слизняков для дальнейшего совершенствования своей магии. Под ее руководством он быстро учится контролировать свою магию и побеждает всех существ. Как только они возвращаются в город, они получают огромную награду от гильдии за выполнение этого задания. За праздничным ужином два зверя спрашивают своего хозяина о его обучении укротителю зверей. Он рассказывает им о своем детстве в деревне без названия, где было полно укротителей зверей. Однажды, когда ему было 12 лет, ему пришлось тренироваться одному на окраине деревни, потому что его родители были заняты на работе. После захода солнца он заметил вдали ярко-красное сияние своей деревни и, поняв, что что-то не так, побежал обратно. Прибыв туда, он увидел, что его деревня охвачена пламенем, и он был единственным выжившим. Вскоре на место происшествия прибыли искатели приключений, которые услышали о нападении монстра, взяли его под стражу и отвезли в гостиницу, принадлежавшую их другу. Рэйм много лет проработал в гостинице, чтобы заработать себе на пропитание, прежде чем полгода назад познакомился с Ариосом и его компанией. Герой пригласил мальчика присоединиться к его команде, и тот с радостью согласился, не задумываясь, потому что верил, что членство в компании позволит ему предотвратить еще одну трагедию, как будто в его деревне ничего не происходило. Но Ариос и его товарищи оказались придурками, когда мы использовали их. Несколько дней спустя этой троице было поручено убить Охриса. На поле боя Таньян Кана решили посоревноваться друг с другом в количестве убитых, что привело к тому, что охры были практически уничтожены в мгновение ока. Каннат раздавил одного из последних охров из группы огромным камнем, а Таня пронзила другого своим хвостом в грудь. Убить его легко. Внезапно она замечает охру, лежащую под огромным камнем, и подходит к ней, чтобы сжечь ее дотла. Однако охра хватает ее за ногу и отказывается отпускать, когда она внезапно выпускает огненную струю и сжигает лицо монстра дотла, убивая его прямо здесь и сейчас. Как раз в тот момент, когда она оправляется от шока, чудовище почти схватило ее. Еще один охристый пытается ударить ее сзади. Рин подскакивает как раз вовремя и блокирует атаку монстра, а Кейн наносит сильный удар ногой в лицо твари, убивая последнего из стаи. После того, как охры были побеждены, Таня замечает, что у ее хозяина порез на руке и начинает волноваться. Рене уверяет ее,
ее, что с ним все будет в порядке, и использует магию, чтобы полностью залечить порез, но она, похоже, не убеждена. Как только они возвращаются в город, Рене немедленно направляется в гильдию, чтобы передать руны, собранные с Охры, в то время как его товарищи ждут его снаружи. Когда он возвращается, он замечает, что Тани нигде не видно. Канаи говорит ему, что она была чем-то очень расстроена и хотела побыть одна, поэтому некоторое время назад ушла, не сказав ни слова. Тем временем Таня пересматривает свой выбор на мосту неподалеку, когда одна из молодых девушек из города подходит к ней, чтобы поговорить. Девочка оказывается слишком мудрой для своего возраста и в конце концов вразумляет даму. Леди Дракон вспоминает, как она была настолько поглощена собственным величием, что не замечала, как беспокоился за нее ее хозяин. И из-за этой чрезмерной самоуверенности она в конечном итоге потеряла бдительность во время драки с Охрами, что привело к травме Рин. Как раз в тот момент, когда она тонет в чувстве вины за то, что Рин получила травму из-за того, что она потеряла бдительность, парень подходит к мосту, чтобы поговорить с ней. Она извиняется за то, что ударила его, что она немедленно принимает с улыбкой и говорит ей, что он просто рад, что она в безопасности, и заставляет ее пообещать, что в следующий раз она будет осторожна. Позже, в середине той же ночи, Таня никак не могла уснуть, потому что ее беспокоил тот факт, что ей хотелось ударить этого глупого, но доброго парня. Однако она выбрала путь невежества, блаженства и отправилась спать, отрицая все это. Несколько дней спустя, когда они возвращались с успешной работы, танцуя, поя и радуясь, их остановил Ариос со своей компанией. Рин решил быть более серьезным человеком, просто проигнорировал их и пошел в другом направлении со своими товарищами. Ариос пытается грубо заставить парня остановиться, когда замечает, что обе девушки принадлежат к высшему биологическому виду. Он предполагает, что Рин прислуживает им, но когда они объясняют, что он их хозяин, вся вечеринка теряет самообладание. Когда Рин спрашивает их, чего они хотят, Ариос рассказывает ему об их неудачных приключениях в затерянном лесу и спрашивает, не хотел бы он снова присоединиться к ним. Рин удивлен и раздосадован тем, что он осмелился попросить его об этом после того, как так жестоко вышвырнул его вон. Вдобавок к его оскорблениям, члены партии продолжают говорить о его общей бесполезности и говорят ему, что он должен быть польщен тем, что ему снова дали место среди них. Рин в ярости отклоняет их предложение. Когда он начинает уходить, Минна говорит ему, что их поиски важны для спасения мира. Она объясняет, что они ищут в лесу благородную реликвию под названием Щит Истины, которая необходима для победы над королем демонов. Она добавляет, что если они этого не сделают, монстры захватят мир и уничтожат обычных людей. Это навевает воспоминания о его горящей деревне, и он неохотно соглашается помочь им, чтобы предотвратить повторение истории. Однако Канада и Таня поддерживают своего хозяина и приказывают героям ослам встать на колени и должным образом извиниться перед Рене. Эгоистичные отродья оскорблены, и Ариос подходит к Рене и держит его за ошейник, прося его контролировать своих рабов. Когда он понимает, что миссис Рене раздражает то, что она называет их не друзьями, а чем-то меньшим, он продолжает насмехаться над ним, что еще больше бесит мальчика. Рин больше не может сдерживаться и внезапно со всей силы бьет Ариоса по лицу, отчего тот отлетает на землю. Когда Ариос пытается встать, укротитель зверей предупреждает его, чтобы он держался в рамках, что выводит его из себя еще больше. Оказавшись на ногах, он достает свой меч и бросает вызов троице сразиться с его отрядом, чтобы доказать, кто сильнее. Когда они готовятся к дуэли, танк отряда Агата противостоит Канаду, в то время как Мина и Лин сражаются с Таней. Агата выхватывает свой палаш, и как раз в тот момент, когда он поливает грязью девушку-кошку, она подбегает к нему с нечеловеческой скоростью и наносит удар ногой по его ноге. Лицо. Он смог заблокировать ее своим мечом, когда она была всего в нескольких дюймах от его лица. Однако она не давала ему времени перевести дух и продолжала наносить быстрые и сильные удары по его лицу, чтобы ошеломить его. Расстроенный тем фактом, что он проигрывает девушке, он зачаровывает меч и поджигает его, прежде чем обрушить на нее. Но благодаря острым инстинктам и огромной силе Кейна она легко может отразить удар. Она насмехается над ним, что заставляет его принять решение сражаться в полную силу и убить ее. Когда он готовится, она говорит ему, что до сих пор не использовала и половины своей силы, из-за чего огромный гигант трясется от страха и застывает на месте. Дух кошки воспользовался этим и, подпрыгнув, ударил его ногой в лицо, отчего тот ударился о дерево с такой силой, что оно раскололось надвое. Как только она приходит в себя, она замечает, что резервуар кровоточит и находится без сознания, возможно, она просто перестаралась. В другой части поля, после обычной болтовни, которая происходит перед любым матчем, Лин и Мина начинают совместную атаку на Леди Дракона с помощью их магии. Однако конечное существо уничтожает их заклинание одним щелчком пальцев и начинает смеяться над тем, насколько легким противником является роса. Взбешенные этим, они начинают еще более мощную совместную атаку на нее, которую снова постигает та же участь. Она говорит им, что ее способность позволяет ей нейтрализовать любое заклинание, так что их атаки никогда не смогут повлиять на нее. Роса отчаянно пытается показать прославленной ящерице ее место и продолжает наносить атаку за атакой, но в конечном итоге они просто истощают свою силу без какого-либо эффекта.
эффекта. Воздействие на дракона. В качестве последней попытки они запускают свой последний огненный шар и атакуют ветром. Но в итоге плачут на земле из-за своей неспособности оказать какое-либо воздействие на своего противника. Как только они сдаются, Таня решает преподать им урок за то, что они насмехаются над ее учителем, и призывает свой собственный могущественный гнев Божий. На земле под ней образуется магический круг, и красные облака полностью закрывают солнце, оставляя их в ауре, похожей на кровь. В небе над ними образуется множество зигзагов, из-за которых выглядывают огромные красные скалы. Как раз в тот момент, когда эти камни, падающие с неба, вот-вот раздавит их охватывает страх, и они умоляют Тамию простить их. Она немедленно останавливает атаку и говорит им успокоиться, так как это был всего лишь блеф. Но уже слишком поздно, так как они уже потеряли сознание и упали на землю. Она сомневается, действительно ли стоит их доедать, но потом решает оставить, потому что уверена, что в противном случае Рене расстроится. Тем временем третья дуэль еще не началась, потому что Ариос, кажется, не может перестать говорить. Рене в конце концов теряет терпение и бьет героя по лицу, что приводит к тому, что он наносит удар мечом укротителю зверей. Хотя Рене удается увернуться, он получает удар по щеке, и прежде чем он успевает встать на ноги, герой начинает наносить удар за ударом своим клинком. Укротитель зверей в конце концов находит лазейку и хватает фехтовальщика за руку, а другой ударяет его в живот. Сила его удара на некоторое время сбивает героя с ног, и кровь начинает литься у него изо рта. Как только герой берет себя в руки, Рене наносит ему еще один удар. Ему удается увернуться, но вместо этого мощный удар попадает в скалу позади него, разбивая ее вдребезги. Герой продолжает наносить удары по парню, но ему удается увернуться от них и внезапно пинает нападавшего в бок, заставляя его на некоторое время отступить. Как раз в тот момент, когда Рин думает, что Ариос вот-вот сдастся, герой запускает молнию в укротителя зверей. Как только он отпрыгивает в сторону, герой запускает в него еще одну волну молнии, заставляя Ариоса запустить огненный шар, чтобы противостоять магии. Зная, что у Рианы есть только огненный шар и магия исцеления, Ариос решает использовать другие заклинания, которые у него есть. Он поднимает острые камни с земли как раз в тот момент, когда его цель отскакивает в сторону. Как раз в тот момент, когда Ариос собирается нанести последний удар молнии, чтобы победить парня, которого он парализовал на месте. Рион рассказывает, что во время боя он заключил контракт с Арби, который ужалил его во время боя. Он был занят тем, что наносил удары укротителю. Бариас признает свое поражение и просит прощения, но Рин в ярости из-за того, как герой обращался с ним в прошлом и издевался над его товарищами. Он бьет его изо всех сил и вырубает. Как раз в тот момент, когда он испытывает облегчение и радость от того, что наконец-то отомстил, Канада и Таня выбегают к нему на групповую встречу, чтобы отпраздновать свою победу. После драки Рин и его товарищи окружают героев, а Таня заставляет их должным образом извиниться перед ними троими. Как только это делается, Ариос решает перейти к важному вопросу и говорит им, что щит истины в настоящее время находится во владении монстров, которые живут очень близко. Углубляемся в лес. После недолгих раздумий Рин соглашается взяться за работу по поиску щита истины для себя. Когда они прибывают в затерянный лес, даже бесстрашная Таня пугается и находится на грани того, чтобы сжечь лес дотла. Тот факт, что они делают это, чтобы помочь высокомерному герою, раздражает девочек еще больше, но Рин успокаивает их и заставляет понять, что победа над королем демонов – это больше, чем любые личные ссоры и обиды, которые у них могут быть. Карта, которую дали им герои, оказывается бесполезной, потому что лес постоянно меняется. Вместо этого он призывает птицу, чтобы обменяться с ней душами и снять скальп с леса более эффективно. Вернувшись в свое первоначальное тело, он ведет их по найденной им тропинке. Но через некоторое время они понимают, что все еще ходят кругами, когда пересекают отметку, которую оставили ранее, они уже в пути. Несмотря на то, что мы не можем предположить, что они могли свернуть не туда, Мин говорит ей, что это крайне маловероятно, потому что он поделился этой информацией и с другими птицами. Если бы они пропустили поворот, они бы сообщили ему об ошибке. Таня предлагает разобраться, что происходит, и использует свою поисковую магию, чтобы указать им путь к источнику проблемы. Магические шары приводят их к светящемуся дереву на яркой лесной поляне. Оказывается, дерево излучало иллюзорную магию, которая воздействовала на их мозг и особенно на их аудиовизуальные ощущения, не позволяя им делать ничего, кроме хождения по кругу. Затем повелительница драконов просит Канаи срубить дерево, потому что это единственный способ разрушить чары и помочь им добиться прогресса. Как только дух кошки соглашается, их хозяин прерывает их и спрашивает, могла бы Таня разрушить барьер своей магией вместо того, чтобы ломать дерево. Она говорит, что из-за того, насколько это мощно, ей может потребоваться много времени, чтобы сделать это. Услышав это, Канеп теряет терпение и просто прыгает на дерево. Как раз в тот момент, когда она собирается нанести удар, с дерева раздается голос, приказывающий им покинуть лес. Она бежит обратно к своим друзьям и прячется за Рином, как вдруг из-за дерева появляется фея. Когда она приземляется на землю прямо перед ними, Рин вспоминает истории, которые он слышал о них. Он думает о том, как феи считали людей своими смертельными врагами за то, что они украли их природные ресурсы, и решили отступить в очень скрытные места после того, как между видами вспыхнул полномасштабный конфликт. Он чувствует себя счастливчиком и удивлен, что стал первым человеком, встретившим фею за последние 200 лет. Как только он вернулся в настоящее, он решил воспользоваться своими богатыми женскими способностями и поговорить с редким существом, стоящим перед ним. Он такой же, как и любая другая девушка, хотя она и не обращает на него никакого внимания.
внимание. Когда Акри пытается завязать разговор, она угрожает им уйти, если они не захотят, чтобы она их выгнала. Это пугает троицу, и они убегают так быстро, как только могут. Через некоторое время они понимают, что она не преследует их, и останавливаются, чтобы перевести дыхание и обсудить странный инцидент. Кейт выражает свое потрясение тем, что фея оказалась опасной вместо обычного дружелюбия и спокойствия. Райан добавляет, что тот факт, что она проявила себя в присутствии человека, сам по себе невероятен. Все это заставляет их подозревать, что в игре есть нечто большее, чего они не замечают. Они замечают, что фея появилась только потому, что они были близко к барьеру и собирались его разрушить. Канан указывает, что она слышала, что монстр с башмачком истины прячется внутри барьера, что заставляет Риери задуматься, действительно ли фея стала бы сотрудничать с монстрами из ненависти для людей. В этот момент Таня прерывает его, говоря, что им следует перестать так сильно беспокоиться о ее мотивах и вместо этого сосредоточиться на преодолении барьера. Она говорит, что раньше они были в невыгодном положении, потому что она застала их врасплох, но в обычных условиях они могли бы одолеть ее благодаря ее командной работе. Она просит Канады продолжить ломать дерево, пока она заманивает фею и управляет заклинаниями существа с помощью своей собственной магии. Таким образом, они будут уверены, что феи не причинят никакого вреда. Однако у Рина все еще есть свои сомнения, и он настаивает на том, чтобы поговорить с ней еще раз, что раздражает девочек и заставляет их протестовать из-за беспокойства за его безопасность. Он настаивает на том, что фея нападает только потому, что они сами стали защищаться, и уверяет их, что ничего не случится, если они будут подходить осторожно и без всякой враждебности. Девочки сыты по горло его любезностью, но им ничего не остается, как согласиться. Когда они снова выходят на поляну, Рин один выходит вперед, чтобы поговорить с феей. Она присоединяется к ним и продолжает настаивать, чтобы они покинули это место. Однако парень продолжает уверять ее, что они не причинят вреда ее родине и находятся здесь только по работе. В конце концов, она готовится напасть на нее, но он просто стоит на своем и дает ей зеленый свет, говоря, что готов подчиниться, если это означает укрепление доверия между ними. Он также просит ее ничего не делать с его спутниками, и думая, что это просто блеф, фея создает вокруг себя множество порталов и готовится запустить в них стрелы. Таня и Канаде сразу же занимают оборонительную позицию, но он останавливает их, так как уверен, что справится с этим. Он помнит, как приручал различных зверей и выходил из множества опасных ситуаций благодаря доброте своего сердца, и его решимость нейтрализовать ситуацию становится сильнее. Фея пускает в него стрелы, но видя, что он позволяет им ранить себя, она прекращает атаку и спрашивает, почему он не убегает. Когда он говорит ей, что просто хочет поговорить, она задается вопросом, действительно ли он принадлежит к тому же виду людей, которые украли у Ани, нанесли ущерб их земле. Он пытается убедить ее, что хорошие люди существуют и что ему можно доверять, но ей трудно поверить, что он не просто лжет. Она выпускает в него еще одну волну стрел, на этот раз нацеленных прямо в сердце. Когда он все еще отказывается сдвинуться с места, Кейн оттаскивает его в сторону, а Тамия прыгает перед ним, прикрывая его своим телом. Удивленная тем, насколько эти два высших существа преданы этому человеку, она отзывает свою магию, и Рин начинает ругать их за то, что они вмешиваются. Они говорят им, что сделали это только потому, что волновались и не могли просто стоять в стороне и смотреть, как на него жестоко нападают. Канаид и Тамия рассказывают фее обо всем, что парень сделал для них, и напоминают ей, что он с самого начала протестовал против уничтожения дерева. Это побеждает ее любопытство, и она опускается перед ними на землю и протягивает руку с огнем, чтобы помочь ему. «Вставай!» Она представляется как Сора и заявляет, что выслушает все, что он хочет сказать. Когда они рассказывают ей все о задании, в котором они участвуют вместо героя, она говорит им, что это она создала его. Когда ее спрашивают, может ли она снести его для них, она говорит им, что барьер делает путь в деревню фей недоступным для посторонних. Посторонние, так как его снятие подвергло бы опасности ее сообщества, она не может этого сделать. Когда Таня рассказывает ей об их подозрениях, что она покрывает монстра, она отказывается, говоря, что в лесу нет никакого монстра. Она добавляет, что все, что существует глубоко в лесу, это деревни фей, и именно они защищают щит истины. Далее она говорит им, что может просто отдать его им, если это так важно для победы над королем демонов, и вызывает магический шар в своих руках. Она на мгновение исчезает, оставляя в воздухе только шар, и появляется снова со щитом в руках. Поначалу Рин не решается забрать собственность феи, но Сора говорит ему, что ненависть вида к монстрам глубже, и поэтому они не возражают против этой троицы «у меня есть щит». Он хочет как-то отблагодарить ее, но она говорит ему, что отдавая ему щит, она просто чтит древний договор, заключенный между феями и последним героем. Она отворачивается от них и просит их покинуть это место, так как их работа уже выполнена. Однако, когда они начинают уходить, она чувствует, как ее захлестывает волна печали. Рея замечает это, подходит к ней и рассказывает о своем внутреннем ощущении, что ее что-то беспокоит. Он говорит ей, что поскольку она купила для них обувь, он может отплатить ей тем, что поможет ей справиться с этим. Она собирается рассказать о своих проблемах, но останавливает себя, потому что если он попытается помочь ей, троица может пострадать. Укротитель уверяет ее, что он не будет возражать, даже если это будет что-то опасное, и просит ее позволить этому помочь ей. Его товарищи говорят ей, что нет смысла отказывать ему в помощи, так как он никогда не примет отказа в ответ. В конце концов, фея соглашается поделиться своей бедой с бандой. Она рассказывает им, что у нее есть младшая сестра-близнец Руна, которая очень близка ей, несмотря на противоположный характер. Но затерянный лес – это всего лишь один из многих путей через весь мир в Фейри Виллидж.
и они вместе поддерживали здесь барьер. Компания Руты сделала эту скучную работу сносной. Однажды им пришлось на некоторое время покинуть барьер, и они столкнулись с монстром, работающим на короля демонов. В первый раз они попытались сбежать, но монстр отказался прекратить погоню, из-за чего в конечном итоге им пришлось дать отпор. Их магические стрелы были бесполезны против него, и они не смогли победить его. Руна оттолкнула свою сестру-близнеца с пути его атаки и вместо этого сама стала Хиком, что привело к ее поимке. Она говорит ему, что монстр был рыцарем-тенью, морским чудовищем, обладающим способностью сводить на нет все магические атаки. Таким образом, только физические атаки могут причинить вред этим существам, а феи, которые специализируются исключительно на магии, являются плохим противником против них. Рыцарь теней вышел с намерением уничтожить все высшие виды, которые могут представлять для них угрозу. Они приказали Соре опустить барьер, если она хочет вернуть руну, но она отказалась подвергать опасности других своих товарищей и убежала. Она попросила своего деревенского лидера помочь, так как она не могла вернуть ее в одиночку, но он попросил ее оставить все надежды и вместо этого бросить ее. Он попросил ее сосредоточиться на том факте, что остальные находятся в безопасности внутри барьера, и сказал ей, что это их вина, что они перешагнули через него. Снаружи. Она говорит им, что несмотря на то, что она понимает лидера, она не может просто бросить свою сестру и хочет сделать все возможное, чтобы спасти ее. Услышав эту печальную историю, Рин вытирает слезы и обещает ей, что они спасут ее сестру, не подвергая ее народ какой-либо опасности. Ее переполняет благодарность, и она подбегает к нему, чтобы обнять. Наступает день, когда рыцарь теней должен опустить барьер, и Сора беспокоится, что монстр убьет ее сестру. Она указывает троице на логово монстра и настаивает, чтобы она сопровождала их. Однако Рион просит ее остаться, потому что если монстр увидит ее с ними, они поймут, что она нарушила условия сделки и может причинить вред своей сестре. Они идут в направлении, указанном феей, добираются до жуткого тронного зала монстра и прячутся за кустами, пока они проводят разведку окружающей обстановки. Они видят, что монстр сидит на своем троне, а руна привязана над ним на дереве. Рин отдает команду начать атаку, и все трое вместе выбегают из своего укрытия. Он бросает в ночь огненный шар, который взрывается огромной силой. Магия не действует на магов, поднимается с трона, и Кенна тут же прыгает на него и бьет ногой в лицо. Из-за этого он на некоторое время теряет равновесие, и укротитель, воспользовавшись случаем, бьет его в живот. Хотя это и не сбивает его с ног, но заставляет оттолкнуться от него. Оно спрашивает Рина, герой ли он, и узнав, что это не так, удивляется, что у него все еще хватает смелости бросить вызов солдату короля демонов. Он догадывается, что они здесь по просьбе Соры, и клянется наказать ее за предательство. Он атакует сестру феи своим мечом, но Таня блокирует его своим хвостом. Она снимает наручники с руны и убегает вместе с ней, оставляя своих товарищей разбираться со злодеем. Как раз в тот момент, когда теневой маг собирается последовать за ней, Канада и Рене пинают его в туловище. Монстр раздражается из-за помех и начинает вращаться, что приводит к возникновению торнадо. Пока роса прячется за ближайшим камнем, они замечают огромный ущерб, который рыцарь наносит лесу, и решают, что должны победить его как можно скорее. Рин вызвался отвлечь монстра и попросил ее напасть на него по его сигналу. Он заключил контракт с Арби и приказал им атаковать. Хотя парализующий эффект их укуса не действует ночью, он знает, что атака отвлечет их на некоторое время. Он подбегает к Канаде и увеличивает ее силу заклинанием укротителя. Она способна почувствовать увеличение своей силы, что усиливает ее стремление убить монстра. Она подбегает к нему и пробивает дыру в его теле, после чего рыцарь сразу же исчезает. Пока Рин объясняет заклинание, которое он применил к Канаде, Таня подходит к этому месту с лежащим без сознания соседом по комнате в руках. Как раз в тот момент, когда они празднуют победу над чудовищем, Руна открывает глаза и спрашивает их, кто они такие. Рит уверяет ее, что они дружелюбны и что ее сестра послала их сюда, чтобы помочь. Затем они отправляются вглубь леса, чтобы найти Сору, которая безумно счастлива, что снова увидела своего близнеца. Однако, когда Кинай говорит, что теперь они наконец-то могут жить вместе и делить арендную плату, фея отвечает, что она и ее сестра должны уехать как можно дальше ради своей семьи. Безопасность. Более того, они не могут оставаться с людьми, которые просто бросают их в трудную минуту. Они признают, что не уверены в своих способностях сражаться с монстрами, хотя и прожили так долго в затворничестве. Внезапно Канада предлагает им присоединиться к трио. Ирион добавляет, что хотел бы, чтобы к ним присоединилось больше девушек, если у них не возникнет проблем с тем, чтобы быть на вечеринке с человеком. Они признают, что стали доверять мальчику и настаивают на том, чтобы он заключил с ними контракт до того, как они присоединятся к ним, поскольку это даст им шанс помочь ему и отплатить за его помощь. Услышав это, Рин чувствует себя немного неуверенно, так как он понятия не имеет о структуре магии, необходимой для фей. Его товарищи чувствуют его колебания и начинают насмехаться над ним за то, что он сдался, даже не попробовав. Это ранит его самолюбие, и в итоге он успешно заключает контракт с близнецами. Однако заключение контракта сразу с двумя ультиматумами отнимает у него много энергии. Как раз в тот момент, когда он вот-вот упадет, близнецы бросаются к нему и поддерживают его. Видя, что он опирается на них, двое других его братьев начинают ревновать друг к другу. Они прибывают в город через 2 дня после того, как отправились на поиски. Ирин решает отправиться прямиком, чтобы передать щит Ариосу, который удивлен тем, как быстро он выполнил задание. Он подозревает, что щит, который передает Рин, является дубликатом, и укротитель просто просит его проверить это самому. Минна применяет к нему свою оценочную магию и подтверждает, что он подлинный, что шокирует всех
всех присутствующих. Именно в этот момент Ариос замечает, что питомцы укротителя прячутся в углу и видит, что в его гареме появились новые лица. Рин закрывает ему обзор, прежде чем он успевает присмотреться поближе, поскольку знание о том, что феи являются человеческим поселением, может вызвать большую панику, и меняет тему на денежное вознаграждение. То, что герой обещал ему. Как только Риоан получает награду и начинает уходить, Акв снова спрашивает его, не хочет ли он присоединиться к вечеринке. Он злится, потому что у него никогда не спрашивали разрешения на это, но Акв настаивает, чтобы он обдумал это, учитывая недавние события. После того, как партия соглашается, Акв обращается к укротителю, который обещает ему лучшую оплату и лечение, чтобы убедить его снова присоединиться к ним. Он просит Рина отпустить прошлое, не считаясь с его чувствами, что его раздражает. Его цапля подходит к нему, чтобы забрать его, и это успокаивает его, в то время как Агав отчаянно пытается заставить его остаться, обещая богатство, славу и высокое положение. Рин просто говорит, что ему ничего из этого не нужно, и уходит. У него уже есть верные и заботливые друзья, о которых он всегда мечтал, и он доволен своей нынешней жизнью. Партия раздражена его поведением, и они решают двигаться дальше без него. Они думают о нем как о глупце без амбиций, который не заслуживает их уважения или внимания. Но Ариос не может забыть боль и унижения, которые Рене причинил ему, постоянно оскорбляя его и его способности. Он твердит себе, что отомстит Рене и заставит его заплатить за свое высокомерие и грубость. Во второй половине дня Рене и его друзья проводят свободное время в поле. Они лежат на траве и смотрят в небо. Девочкам интересно, какую роль играет их учитель в этом мире, и они спрашивают его, правда ли, что только герой способен победить короля демонов. Рин любит поговорить и видит в этом возможность продемонстрировать свои знания. Он не дает им прямого ответа, а вместо этого начинает рассказывать старую легенду о герое. Он рассказывает им, как король демонов использовал свои силы, чтобы управлять людьми, и не было никого, кто мог бы противостоять этому гипнозу. Затем первый герой заключил контракт с богами, чтобы победить злодея, и взял их кровь в свое собственное тело. Это дало ему божественные силы и позволило убить монстра, который освободил людей и принес мир во всем мире. Таким образом, он приходит к выводу, что присутствие крови бога в теле героя – это то, что имеет огромное значение, поскольку увеличивает потенциал его роста бесконечно. У обычных людей есть предел их силе, и они никогда не смогут быть достаточно сильными, чтобы победить короля, независимо от того, насколько они сильны. Тренируйся. Когда Канада замечает, что нынешний герой довольно слаб, Рене говорит ей, что он все еще находится на пути обучения, и ему предстоит еще долгий путь. Пора уходить. Сора напоминает ему, что Рене теперь тоже в некотором роде герой, потому что благодаря своим контрактам обладает множеством видов магии. Другие ультиматумы соглашаются с этим и предлагают ему заключить еще больше контрактов, чтобы он сам стал достаточно сильным, чтобы победить короля. Они думают, что он лучше подходит для этой задачи, чем паршивый герой. Он помнит, что борьба с королем демонов всегда была его целью, пока он не сбился с пути из-за своих бывших товарищей. Но он признает, что морально не готов к этой задаче и не может принять такое важное решение по наитию. Тем не менее, он заверяет их, что позаботится о том, чтобы принять решение в ближайшее время. Однажды утром Таня и Риоан вместе наслаждались вкусным завтраком. Таня посмотрела на Риана и предложила, чтобы они купили какое-нибудь новое снаряжение, соответствующее улучшенному уровню силы Рене. Она напомнила ему, что он заработал много денег на своей недавней работе и что теперь у него больше друзей, о которых нужно заботиться. Риоан без колебаний согласился с ней. Он считает, что обзавестись каким-нибудь новым оружием было бы хорошей идеей, поскольку он хочет быть готовым к любым испытаниям, которые могут встретиться на его пути. Они направляются на рынок, где феи напуганы присутствием такого количества людей и крепко держатся за Рина. Пока они суетятся, двое здоровенных парней внезапно окликают Таню, что заставляет их подпрыгнуть. Они оказываются искателями приключений, которых Леди Дракон победила на мосту, и которые теперь пришли засвидетельствовать ей свое почтение. В то же время владелец магазина предлагает коней угощение за то, что она помогла ей в прошлом. Видя, как хорошо интегрированы в мир людей два других ультимейта, феи немного завидуют. Как раз в этот момент появляются городские дети и начинают дразнить Рина за то, что у него появилось больше жен. Руния увлекается молодой девушкой, называя ее красивой, и вот-вот раскроет свою истинную сущность, из-за чего ее хозяин и сестра оттаскивают ее подальше. Группа наконец-то прибыла в старый и пыльный оружейный магазин, который имеет репутацию лучшего в городе. Они вошли в магазин, и их приветствовал старый гном с длинной бородой. Он сказал им, что это магазин самообслуживания, и что они могут выбрать на полках любое оружие, которое им понравится. Руна замечает на стене кнут, хватает его и показывает Рину. Она убеждает его взять его самому. Она говорит, что кнут очень полезен и универсален, и что его можно использовать в нескольких местах. Она подмигивает ему и хихикает, заставляя его краснеть и чувствовать себя неловко. Рин видит кинжал в другом углу магазина и сразу же идет за ним. Когда он достает его из ножен, он чувствует, что с ним что-то не так. Как раз в этот момент входит богатый авантюрист и просит у гнома лучшее оружие, которое можно купить за деньги. Владелец магазина выбирает необычный меч и вручает его ему, который он с радостью покупает
отступает и уходит. Грин подходит к гному и спрашивает его, действительно ли этот меч был его лучшим оружием. Он замечает, что несмотря на то, что это красивый предмет для демонстрации, он, похоже, не так полезен в реальном бою, что на самом деле верно для всего, что есть в магазине. Он добавляет, что поскольку он гном, а это вид, известный своими навыками кузнеца, это не может быть его некомпетентностью. Рейн таким образом продолжает спрашивать стрелка, не скрывает ли тот чего-нибудь. Гном впечатлен его наблюдательностью и говорит ему, что все это оружие он создал просто для того, чтобы скоротать время. Он идет в заднюю часть магазина и показывает еще несколько видов оружия, спрятанных за тканью, которые являются настоящими произведениями его мастерства. Рин испытывает благоговейный трепет перед этим оружием и спрашивает гнома о причине, по которой он обманывает своих покупателей. Шопкипер объясняет, что он делает это, чтобы проверить медаль искателя приключений. В наши дни все требуют хорошее оружие, как только у них появляется много денег, не задумываясь о своих навыках и родственных связях. Даже оружие, в которое он вкладывает всю душу, выбрасывается этими дураками в тот момент, когда они слышат о появлении на рынке новой модели. Таким образом, в конце концов, он начал прятать свое настоящее оружие подальше, чтобы быть уверенным, что оно попадет к кому-то достойному. Оружейный мастер продолжает спрашивать укротителя, почему он отдал поддельное оружие, ведь оно почти неотличимо от настоящего. Рин объясняет, что как укротитель зверей, он должен внимательно наблюдать за животными, которых хочет приручить, что обострило его наблюдательные навыки. Эта бдительность со временем стала его подсознательной привычкой, которая, вероятно, привела к тому, что он понял, что что-то не так. Гном был поражен этим и предложил изготовить для него персональное оружие, как только его проблема нехватки материалов будет решена. Он сообщил им, что у него закончился мифрил, который является основным ингредиентом, необходимым для изготовления оружия повышенной прочности. По какой-то причине на его семейной шахте внезапно закончилось сырье. Риан предлагает разобраться в проблеме с шахтой, и после недолгих уговоров гнома Ганс соглашается нанять его. Укротитель отказывается брать какое-либо вознаграждение за свою работу и просит оружейника просто сделать для него самое лучшее оружие, какое только возможно. Группа направляется в гильдию, где довольно многолюдно, потому что Ариос объявил призыв к членам группы поддержки. Когда Рин подходит к администратору, она спрашивает его, кто эти новые девушки, на что Рума подскакивает и говорит ей, что у них с ним очень близкие отношения. Глядя на то, насколько они молоды, Натали обеспокоена тем, что у Рина начинают проявляться проблемные наклонности, против которых он протестует. Тем временем Руна просто развлекается из-за того, что она натворила. Затем Рин достает документ, в котором подробно описывается просьба гнома о материалах, и сообщает Натали, что он хотел бы заняться этим в качестве своей следующей работы. Как только они будут официально зарегистрированы, группа отправится в поход к шахте. Пока остальные наслаждаются приключением, феи вот-вот упадут замертво из-за меньшей выносливости, характерной для их вида. Предводитель повел их отдохнуть к озеру, которое он видел неподалеку. В то время как девочки решили пойти поплавать, Рейн приручил двух белок и попросил их присмотреть за ними, пока он вздремнет. Феи завидуют достоинствам двух других девочек и просят у них советов, как повзрослеть, когда дразнящая их Тамия заставляет их преследовать ее вокруг. В этой суматохе Каная чувствует, как что-то кусает ее, и кричит во все горло, от чего просыпается Рин. Удивленный отсутствием реакции со стороны белок, он бежит к озеру, чтобы проведать девочек. На озере выясняется, что это была безобидная рыбка, которая укусила девочку-кошку за хвост. После того, как его первоначальный страх прошел, он понимает, что девочки забыли упаковать свои купальники и немедленно извиняется. Девочки прощают его, но предлагают ему пойти поплавать, чтобы он мог отплатить им за их услугу. Укротитель отклоняет приглашение разоблачить своего маленького приятеля, так как боится, что это может не произвести хорошего впечатления на дам. И вместо этого призывает их продолжить прогулку. Как только они доберутся до шахты, они найдут место за камнями, откуда смогут наблюдать за входом в поисках любых признаков воров, которые, возможно, часто посещали это место. Он осматривает небо в поисках каких-либо подсказок, когда замечает птицу, которая странно летает и издает громкие звуки. Он понимает, что птица предупреждает воров об их присутствии и тихо ругается. Двое мужчин Моки выходят из пещеры и начинают искать незваных гостей. Рин просит Таню и Канага разобраться с ними, но предупреждает, чтобы они были осторожнее, чтобы позже можно было допросить воров. Однако мужчины настолько слабы, что падают в обморок при первом же ударе девочек. Когда Рин задается вопросом, как вытянуть из них информацию, феи предлагают использовать свою магию, чтобы просмотреть воспоминания воров. Как только они это делают, они видят, что у этих двоих мужчин есть еще 5 компаньонов, и все они искатели приключений. Они готовятся войти в шахту, и Риан просит их всех быть готовыми, так как враг, вероятно, уже знает, что они здесь. Благодаря их птице-разведчику, управляемой укротителем зверей, в их вечеринка. Внутри пещеры группа начинает волноваться, потому что двое парней, которых они послали проверить, уже давно не возвращаются. Их укротитель зверей сообщает им, что они потерпели поражение, и предупреждает всех быть настороже, так как они должны раздавить их, чтобы избежать разоблачения. Когда Рин и его товарищи идут по пещере, маг посылает в их сторону огненный шар. Феи быстро выходят вперед и блокируют атаку, что побуждает противника выпустить еще один огненный шар в их сторону. Феи гасят магию мага еще до того, как она покидает их посох, и крепко связывают их. Двое из членов группы направляют свои стрелы на приближающуюся группу. Огонь Матаньи превращает их в шашлык сразу после того, как они вылетают из лука. Пока стрелки отвлекаются на это, она подпрыгивает и бьет их обоих по лицу, вырубая их.
Пока она их связывает, Рин подходит к лидеру и просит его сдаться. Вор нападает на него с ножом, но Рин легко отбивает удар и наносит ему удар в живот другой рукой. Главарь падает на землю, но отказывается сдаваться, пока не заплатит Ганту. Он вызывает своего прирученного зверя, который является гигантским монстром ранга В, известным как Бегемот. Участники вечеринки шокированы и поражены тем, что ему удалось приручить монстра, который питает естественную ненависть к людям. Укротитель вражеских зверей объясняет им, что он обнаружил его еще ребенком и с тех пор растит его. Вот почему он абсолютно предан ему. Бегемот постоянно пытается врезаться в Рина, но вместо этого ударяется о стены из-за навыков укротителя уворачиваться. Рин чувствует, что пещера вот-вот обрушится, и подает сигнал своим товарищам выходить из пещеры вместе с пленниками. Как только девочки выходят наружу, Тамия замечает, что Кет чувствует беспокойство. Она знает, что Кет переживает из-за того, что не может помочь своим друзьям и союзникам. Она пытается утешить ее и говорит, что она может доверить леди-дракону заботу обо всех. Вернувшись внутрь как раз в тот момент, когда монстр собирается нанести свой самый мощный удар, Канада подхватывает его и тащит в укромное место. Там он просит ее поймать другого укротителя зверей, пока он отвлекает его и его питомца дракой. Как только они выходят на открытое пространство, Бегемот, не теряя времени, наносит им удар. Они отскакивают в сторону, чтобы увернуться от удара, и снова начинают убегать. Монстр бросается за ним в погоню, пытаясь нанести мальчику удачный удар. В то же время Канаде удается поймать главаря воров, который оказывается совсем не грозным противником. Он просто жалкий неудачник, который скорее готов умереть, чем позволить кому-либо узнать, что он вор. Он не отдает свой контроль над Бегемотом и приказывает ему сделать так, чтобы каждый из них умер. Ри понимает, что единственное решение проблемы – разорвать связь между его врагом и Бегемотом. Он быстро переключает свое внимание на огромных зверей и ждет подходящего момента, чтобы действовать. Когда Бегемот собирается начать атаку, Рин вмешивается и отбирает монстра у вора, используя свою способность укротителя, чтобы переписать контракт. Лидер воров раздражен и разочарован своим поражением от рук укротителя низкого ранга. Он пытается спровоцировать зверя на убийство Рина, надеясь, что то, что он поднял зверя, все еще что-то значит. Однако зверь больше не верен своему бывшему хозяину и просто раздражен его криками. Он бросается на него со свирепым ревом, намереваясь раздавить его в кровавое месиво. Но прежде чем он успевает до него добраться, вмешивается Рин и запускает в монстра мощный огненный шар, убивая его в мгновение ока. Рин видит печальное и обиженное выражение на лице вора и чувствует укол жалости. Он пытается утешить его, говоря, что у него не было другого выбора, кроме как убить монстра. Потому что у монстра было много ненависти и негодования по отношению к людям, которые он долгое время подавлял пора. Он объясняет, что рано или поздно монстр пришел бы в бешенство и причинил бы много разрушений и вреда. Поговорив с ворами, Рин и Пати узнают, что все они были искателями приключений, которые купили у ганов оружие, изготовленное без особого энтузиазма. Когда другие искатели приключений обратили внимание на то, насколько посредственным было это оружие, они захотели отомстить Дварфу и решили украсть весь мифрил, чтобы он никогда больше не смог создавать оружие. Когда они возвращаются в город, Мин рассказывает Гансу всю историю о том, что произошло во время их визита на шахту. Ганс слушает его с интересом и восхищением, и он понимает, что был неправ, когда был таким высокомерным и гордился своим оружием. Он понимает, что смотрел на людей свысока и думал, что никто из них не достоин владеть его творениями. Он чувствует себя пристыженным и униженным и клянется относиться ко всем своим клиентам с уважением. Поскольку карлик сожалеет о своем жизненном выборе, укротитель уверяет его, что совершать ошибки – это нормально, если ты признаешь свою вину и пытаешься ее исправить. Хотя ему неловко, что такому маленькому мальчику приходится вразумлять его, он решает начать все сначала и быть честным с обоими его оружия, и клиенты здесь на свободе. Рене рассказывает Гансу о своем любимом оружии и просит его сделать для него кинжал и латную перчатку. Он также нашептывает ему какую-то грандиозную идею, которая у него на уме, что вызывает у Ганса любопытство и восторг. Ганс соглашается выполнить его заказ как можно скорее и просит его вернуться позже. Продавец решает воспользоваться этой возможностью, чтобы взять заслуженный перерыв и немного отдохнуть. В какой-то другой части города люди выстраиваются в очередь к дому героя, чтобы пройти собеседование на должность члена партии поддержки. Ариос продолжает отвергать одного кандидата за другим, потому что они укротители зверей, которые могут приручить только одного зверя за раз и не обладают боевыми навыками. Он ищет кого-то, кто сможет справиться с несколькими зверями, включая высшие виды, и сражаться бок о бок с ним. Он задается вопросом, найдет ли он когда-нибудь такого человека. Когда Мина объявляет о последнем претенденте, она сыта по горло тем, что их лидер отвергает исключительно хороших кандидатов только потому, что они не идут ни в какое сравнение с Рином. Она беспокоится, что они никогда не смогут победить короля демонов такими темпами. Когда она пытается высказать свои опасения Ариосу, он просто злится на нее. Он говорит ей, что они пробудут в этом городе еще немного и убедятся, что найдут достойного товарища, прежде чем сказать ей выйти из комнаты и пойти отдохнуть. Она быстро напоминает ему о его миссии по спасению мира от злого демона, прежде чем выскочить за дверь. Он лезет в ящик стола и достает фиолетовое магическое кольцо, которое светится темной силой. Он сжимает кулак и клянется себе, что воспользуется кольцом, чтобы уничтожить Рина, своего соперника и врага.
прежде чем переключит свое внимание на то, чтобы бросить вызов королю демонов и победить его. Он ненавидит Рина всей душой и не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить его. Несколько дней спустя Рин решает явиться в гильдию, чтобы узнать, что случилось с ворами. Он разговаривает с Натали, которая сообщает ему, что воры лишились своих лицензий и в качестве наказания вынуждены выполнять каторжные работы. Она также рассказала ему, что воры совершили и другие преступления помимо грабежа и укрощения монстра, что объясняет, почему они получили такое суровое наказание. Рин чувствует грусть и вину, когда выходит из здания. Он видит, что Сора и Руна ждут его снаружи, и они замечают его мрачное выражение лица и пытаются утешить его. Они говорят им, что он поступил правильно, сообщив о ворах и их бегемоте, и напоминают ему, что бегемот и его безумный владелец причинили бы много неприятностей и опасностей для людей, если бы им удалось спастись. Как только он успокоится, он попросит близнецов присоединиться к нему на прогулке в хорошую погоду. Девочки покупают много всякой всячины на рынке и по пути натыкаются на киоск с хот-догами. Когда Рин не удается объяснить им, что такое хот-доги, они решают пойти и сразу же попробовать это странное блюдо, которое так вкусно пахнет, и позволить своим вкусовым рецепторам быть судьями. Они поглощают хот-доги и начинают плакать, что все так быстро закончилось. Их хозяин заверяет их, что скоро они вернутся туда снова. Феи внезапно вспоминают, что хотели поговорить с ним о способностях, которые он приобрел, заключив с ними контракт. Они спрашивают его, не догадался ли он случайно, что это такое. Он напряженно думает и приходит к выводу, что пока не знает, что это такое. Они говорят им, что возможно он получил высшую магию, которая является специальностью фей. Чтобы подтвердить это, они спрашивают его, изучал ли он в последнее время какие-либо новые заклинания, но он отказывается. Это заставляет их усомниться в их полезности, но тут вмешивается Рин и говорит им, что он им товарищ не только из-за их полезности. Он уверяет их, что всегда будет благодарен за их поддержку, несмотря ни на что. Они спрашивают его, почему он хочет, чтобы они были в его отряде, когда у него уже есть два фамильяра, которые намного сильнее, чем оба близнеца вместе взятые. Он рассказывает ей, что у него не было абсолютно никакой уверенности в себе, пока он был членом своей бывшей партии, и поэтому он не доверял никому из них. Он из кожи вон лез, чтобы сохранить свое положение в партии героя, но в итоге его выгнали, несмотря на это. Таким образом, теперь, когда он понял, что от всех этих красных флажков нужно убегать, и нашел подходящую компанию, он хочет держаться за них и стараться изо всех сил, чтобы укрепить доверие между ними. Из-за всех этих тяжелых разговоров Руна снова проголодалась, и на этот раз Рин зовет остальных двоих тоже присоединиться к ним за обедом. Когда они идут к ресторану, их останавливает точеная блондинка, которая проявляет интерес к близнецам и хочет воплотить с ними свои фантазии. Он обижается, когда близнецы отказываются, а Рин подходит к мужчине и спрашивает, что происходит. Он представляется Эдгаром, сыном лорда Горизонта, и хвастается своим богатством, чтобы соблазнить девушек пойти с ним. Когда они продолжают отказываться, Эдгар приказывает своим охранникам окружить их и просит Рина немедленно выдать девочек, чтобы они обе могли спасти свои жизни. Пора. Однако укротитель отказывается отдавать своих товарищей в руки такого человека, как он. Таким образом, лорд приказывает своей страже начать атаку, но все они в мгновение ока оказываются нокаутированными. Зная, что они не могут оказать прямого воздействия на укротителя, молодой дворянин просит их вместо этого обнажить мечи против обычных гражданских лиц. Как раз в тот момент, когда он думает о том, как помочь всем, феи предлагают вмешаться, поскольку никто, знающий об их магии, не может быть использован в их интересах. Однако Рин не хочет рисковать тем, что люди узнают, что они феи, и заберут их из города, который они только что построили. Освоился и полюбил. Он вспоминает что-то о том, что его комната с огненными шарами отличается от других, и решает сосредоточиться на этом. Когда его спрашивают о его окончательном решении, он говорит Эдгару, что больше не позволит ему заниматься ерундой, и вызывает дюжину рун в небе над головой. Он запускает несколько огненных шаров из этих рун и поджигает стражника. Он поднимает упавший меч и направляет его на молодого лорда, прежде чем попросить его пообещать, что он больше никогда не появится в этом городе. Стражники знати выходят за дверь вслед за своим предводителем, и все в ресторане вздыхают с облегчением. Как раз в этот момент фигура в коричневой толстовке с капюшоном снова предупреждает их оставаться в городе и просит убираться как можно дальше. Вернувшись в домик, Рунат и Сора рассказывают остальным троим о встрече с Эдгаром ранее в тот же день. Рин объясняет, что, возможно, поскольку Эдгар единственный ребенок в семье, они относились к нему очень снисходительно, из-за чего он стал таким высокомерным. Витания спрашивает их, почему рыцари не могут положить этому конец. Феи говорят ей, что сын лорда настолько искусен в сокрытии улик, что даже опытные рыцари не смогли бы их найти. Витания предлагает сжечь его особняк дотла, чтобы помешать ему снова напасть на близнецов или горожан. Рин заблудился и задумался о своей цели спасти всех, и задается вопросом, действительно ли им придется покинуть город. Его спутники читают его мысли и уверяют его, что они с ним несмотря ни на что. Они говорят ему, что по-настоящему привязались к этому городу и хотят убедиться, что они тоже останутся здесь. В особняке лорда Горизонта лорд выходит из комнаты Эдгара, попросив его быть осторожным в своих занятиях. Как только он уходит, мужчина поворачивается к своему главному охраннику и просит его разобраться с любой официальной жалобой, которая могла быть подана, как он обычно делает. Он также просит его разобраться с человеком по имени Рин и, если возможно, привести его к Эдгару. После ухода охранника он звонит в колокольчик, чтобы вызвать свою горничную. Когда она приходит, он злится, что ей потребовалось некоторое время, чтобы прийти, и начинает выбивать из нее все дерьмо. На следующее утро Рин и Канаат прибывают в штаб-квартиру Ордена Рыцарей, полные решимости подать жалобу на дворянина
дворянина, который напал на них. Они подошли к администратору и объяснили, что стали свидетелями насилия, совершенного Эдгаром на рыночной площади. Они требуют, чтобы орден принял меры против него и привлек его к ответственности. Когда Рин и Каннат разговаривают с администраторами, некоторые из них подслушивают их разговор и отказываются вмешиваться в дела, которые они считают тривиальными и неважными. Девочка-кошка, которая сердита и расстроена, начинает протестовать и требовать справедливости. Но рыцари игнорируют ее и продолжают предупреждать их о последствиях клеветы на Эдгара без каких-либо доказательств. Им говорят, что их могут казнить за государственную измену, если они обвинят дворянина в таком ужасном преступлении. Затем эта парочка покидает помещение, поскольку становится ясно, что они не могут получить никакой помощи от ордена, поскольку тот, похоже, находится в сговоре с лордом. Это объясняет, почему расследование в отношении его сына никогда не приносит результатов, несмотря на его безудержные преступления. Когда они идут по переулку, острый слух Канады улавливает, что кто-то прячется в тени, и когда они окликают своего преследователя, появляется рыцарь. Рыцарь представляется Стеллой и извиняется за то, что тайно следовала за ними. Она говорит им, что она вице-капитан отделения Ордена Горизонт, и когда она узнает в них команду, ответственную за уничтожение клыков Ибана, она благодарит их. Она добавляет, что пряталась в комнате, когда они разговаривали с другими рыцарями, и говорит им, что всегда хотела наказать семью лорда за их различные проступки. Большинство рыцарей были развращены дарами Господа и забыли о своих обязанностях. Все, что они сейчас делают, это покрывают преступления лорда и его сына и игнорируют тех самых горожан, которых они поклялись защищать. Могущественный капитан Гайли тоже не исключение, и она отчаянно хочет восстановить порядок среди них. Поскольку есть очень мало людей, которым она может доверять, она умоляет Рина и его спутников помочь ей избавиться от лорда и Эдгара, которые причинили так много боли и страданий в городе. Рин не уверен, может ли он доверять ей, так как подозревает, что это может быть ловушкой, устроенной Господом, чтобы захватить и наказать мятежников. Однако дух кошки, обладающий острым чувством интуиции, уверяет его, что она не обнаруживает никаких злых намерений или негатива. Энергия от Стеллы. Она кажется искренней и честной в своей просьбе. Таким образом, они с рыцарем взялись за руки и согласились помочь ей уничтожить лорда. Когда она спросила, почему они так сильно хотят победить лорда, Рин просто сказал ей, что они узнали о его преступлениях и не могли молчать. Рыцарь очарован его праведностью и говорит им, что первым делом нужно собрать доказательства против их преступлений. Если они этого не сделают, велика вероятность, что их обвинят в государственной измене. Рин предлагает начать операцию с самого Ордена Рыцарей и устроить ловушку. Команда распространяет слух, что на складе на окраине города хранятся доказательства дружеских отношений рыцаря с Господом. Хотя рыцари считают это невероятным, они не хотят рисковать, так как обнародование доказательств означало бы конец для них с Эдгаром. Поэтому они решили разобраться с ситуацией так быстро и осторожно, как только смогут. Они готовятся совершить налет на склад, готовые уничтожить цель, как только увидят ее. Они проникают на склад в условиях ограниченной видимости из-за отсутствия освещения. Вскоре отряд начинает уничтожать рыцарей одного за другим, и когда они понимают, что попали в засаду, они решают быстро отступить. Однако они обнаруживают, что дверь за ними захлопнулась, и теперь они в ловушке. Руна и Сора освобождают дверь, в то время как Рин стреляет в рыцарей магическими стрелами из новой перчатки, которую он наконец получил от Ганса. После того, как остальные члены Ордена были уничтожены, он целится в Жилета. Но острые инстинкты этого человека помогают ему блокировать стрелы мечом даже в темноте. Он поворачивается в направлении атаки и видит стоящую там Стеллу. Она говорит Жилету сдаться, так как верные товарищи Стеллы, вернувшись в город, захватывают филиал Ордена и собирают доказательства их продажности. Это выводит капитана из себя, и когда он видит Рене, стоящего рядом с ней, он клянется отвести его к Эдгару, чтобы загладить этот позор. Стелла просит Рене позволить ей покончить с этим самой и бросается с обнаженным мечом на дуэль с Жилетом. Она подбегает к нему, и они начинают сражаться с Блейзом на предельной скорости. Капитан находит лазейку и бьет Стеллу в челюсть, отчего она падает на землю. Она восстанавливает равновесие, и оба рыцаря бегут навстречу друг другу, готовые убить. Стелла уворачивается от его меча и умудряется перерезать ему горло. Новость об аресте продажных рыцарей доходит до Эдгара, и он вымещает гнев на своем рабе. Однако он помнит, что его личная охрана превосходит их численностью, и уверен, что они смогут убить нарушителей спокойствия. Как раз в этот момент в его окне появляется преследуемый Ариос и просит его не быть таким уверенным в этом. Он представляется человеком, который пришел помочь из-за своей ненависти к Рину. Далее он рассказывает Эдгару о герое Рина Ultimate Species и о явном намерении укротителя украсть все, что дорого лорду. Герой бросает ему волшебное кольцо и говорит, что это магический предмет, который быстро убивает свою цель, и просит его использовать его против лорда. Рин. Он добавляет, что сильные негативные эмоции, которые Эгер испытывает по отношению к Рин, только усилит силу кольца, и поручение ему убить укротителя будет драматичным выходом. С другой стороны, рабыня Эггера так тяжело ранена, что едва может двигаться. Она вспоминает, как жила счастливой жизнью жительницы солнечной и мирной деревни, и задается вопросом, что она сделала в своей прошлой жизни, чтобы заслужить такое плохое будущее. Выйдя из особняка, Стелла и ее товарищи прибывают в особняк лорда, чтобы осмотреть его. Охранник отказывается впустить их внутрь,
потому что им не сообщили ни о каком расследовании, и они не могут видеть позолоту вместе с ними. Она сообщает им, что он и все его продажные рыцари были арестованы, и она здесь по тому же поводу. Пока Валет и Таня подбадривают ее, она просит охранников пропустить ее или встретить судьбу Сенгхов, как их коллег коррумпированных миротворцев, от рук короля. Стражники поднимают тревогу и призывают все свои силы к бою. Эдгар видит все это из своего окна и стоит с кольцом наготове, чтобы убить Ри и украсть у него высший вид. Тем временем укротители феи проникают в особняк, воспользовавшись тем, что их отвлекли у главных ворот. Они направляются туда, чтобы выполнить первое задание и свой план, который заключается в поиске горожан, похищенных лордом, и их спасении. Когда Рута начинает волноваться, сытые по горло Рин и Сора просят ее держать себя в руках, поскольку они не могут поставить под угрозу свою позицию, если хотят убедиться, что заложникам не причинят никакого вреда. Руда использует свою поисковую магию, чтобы определить местонахождение людей, а Сора добавляет, что как только они их найдут, то смогут использовать магию телепортации, чтобы быстро эвакуировать их. Пока Сора и Рин еще раз обсуждают план, Руна сообщает им, что она нашла заложников. Однако она также улавливает еще один мощный энергетический сигнал, который определенно не принадлежит человеку. Учитывая количество магии, весьма вероятно, что это высший биологический вид. Узнав об этом, Рин просит фей позаботиться о заложниках, пока он исследует источник магического сигнала. Близнецы слишком обеспокоены, чтобы отпустить его одного, но он уверяет их, что с ним все будет в порядке. Он добавляет, что поскольку у него нет магии телепортации, он не может помочь заложникам. Таким образом, это единственный способ, которым он может быть полезен. Феи берут с него обещание вернуться целым и невредимым и расходятся, чтобы выполнить свои обязанности. Следуя указаниям Руны, Рюан достигает двери, и когда он входит в нее, то видит, что раба держит в камере. Увидев ее лисьи уши и 3 хвоста, он сразу же узнает в ней полубога. Как только она открывает глаза, мальчик использует свою сверхчеловеческую силу, чтобы взломать клетку. Оказавшись внутри, он применяет к ней магию пятки и уверяет, что он здесь, чтобы помочь. Когда его спрашивают, кто она такая, она представляется как Нана и, благодарная за его присутствие, бросается в его объятия. Она рассказывает ему, как Эдгар совершил набег на ее деревню и обнаружил, что она прячется в своем доме. Он попытался приблизиться к ней, но она оттолкнула его руку, используя свою магию и защиту. Это привело его в ярость, и он приказал своей охране привести молодых жителей деревни, которых они захватили в плен. Он пригрозил отрубить им головы, если она не подчинится ему. Когда она умоляла его остановиться, он вручил ей рабский ошейник и попросил надеть его. Она помнит, как он сходил с ума, захватив полубога, и как он установил свою власть над ней, используя физическую силу. Когда Рейм хвалит ее за силу и обещает спасти, она отстраняется от него, говоря, что на ошейник наложена сильная магия, которая мешает ему это сделать. Никто не должен его снимать. Он просит ее довериться ему и начать изучать магию, связывающую ее. Он понимает, что это очень похоже на укрощение магии, и использует свою силу, чтобы преодолеть это. Несмотря на то, что сила связующей магии причиняет ему боль и окутывает молнией, он полон решимости освободить ее. Он использует силы своей спутницы и, используя чрезвычайно мощную комбинацию, наконец-то может разрушить заклинание. Однако усилия утомляют его, и Мана поддерживает его, прося позаботиться о себе и не переусердствовать из-за своей чрезвычайной доброты. Снаружи, поскольку охранники вот-вот проиграют, лидер приказывает им вывести заложников и использовать их в своих интересах. Как раз в этот момент появляются Руна и Сора и обрушивают на них град огненных шаров. Они сообщают своим друзьям, что уже перевезли заключенных в безопасное место, и говорят им, что им больше не нужно сдерживаться, и они могут начать полномасштабную атаку на особняк. Стелла просит своих рыцарей арестовать вражеские силы, как только они потерпят поражение, и направляется в особняк, чтобы лично разобраться с семьей лорда. Эдгар наблюдает за всем этим изнутри и злится на то, что его охранники тратят впустую деньги. Как раз в этот момент входит его отец и выражает свою обеспокоенность тем фактом, что их защита идет не так, как планировалось. Эдгар просит его сбежать без него, пока он позаботится о доказательствах их противоправных действий. В другой части особняка Рин несет Нину в безопасное место, когда натыкается на своих друзей. Когда он представляет Нану, его цапля начинает раздражаться из-за того, что ненасытный дурак подцепил другую девушку. Он пытается защитить себя, но, видя его сопротивление, девочки признают, что они просто издеваются над ним. Они просто удивлены, что Рене смог соблазнить полубога, которому обычно поклоняются люди. Затем его гарем заверяет ее, что они всегда будут с ней. Их воссоединение прервано лордом Горизонта, который пытается сбежать из особняка. Стелла выхватывает свой меч и приказывает ему подчиниться расследованию. Когда он отказывается, Рёхин использует свою перчатку, чтобы связать его волшебной веревкой, из-за чего старик теряет равновесие и падает с лестницы, теряя сознание. Эдгар, услышав весь этот шум, выбегает на верхнюю площадку лестницы и вызывает ухмыляющегося жнеца, чтобы тот забрал Рина в подземный мир. Прежде чем укротитель успевает среагировать, жнец вонзает ему в грудь свою косу. Ариос, который стоит на крыше особняка, слышит крики и радуется, что мальчик убит. Он убегает, чтобы вернуться к мирному сну. Однако внутри особняка Рюан открывает глаза и понимает, что это была всего лишь галлюцинация, которая казалась пугающе реалистичной. Его гарем охвачен беспокойством и растерянностью по поводу того, почему смертельный удар жнеца никак не повлиял на их хозяина. Руна, недолго думая, атакует его ядом, чтобы проверить, сработает ли это, и вызывает у своей сестры желание убить ее
ее за беспечность. Руин объясняет, что она некоторое время задавалась вопросом о возможности того, что Рин получил больше, чем просто одну из их способностей, как он получил по другим своим контрактам. Это заставило ее прийти к выводу, что он также получил способность нейтрализовать магию, и инцидент со жнецом доказал это. Таким образом, она просто пыталась отравить его, чтобы удовлетворить свое интеллектуальное любопытство. Сора все еще не уверена, что нападение было оправданным, и продолжает пытаться убить свою глупую сестру, что пугает Нину. Рин пытается утешить ее, говоря, что все это обычное проявление сестринской связи между ними. Все настолько захвачены этим волнением, что забывают об Эдгаре, который сейчас находится в состоянии экзистенциального кризиса, начавшегося из-за того, что его заклинание никак не повлияло на ситуацию. Мальчик. Его растущий гнев, как у ребенка мужчины, усиливает силу кольца и высвобождает заключенного в нем демона. Демон полностью поглощает отродье, и Рейн чувствует, что это злое создание слишком опасно для мира. Он просит всех отойти в сторону и бросает в существо огромный огненный шар, который взрывается с крыши, но даже не царапает орла. Когда дым оседает, слизистый кокон раскрывается, и из него выходит огромный демон. Рин узнает в демоне того самого, который жег дотла его деревню, и клянется победить его и, наконец, отомстить. Как раз в тот момент, когда демон собирается убить их, он чувствует присутствие большого количества людей поблизости в городе, и вместо этого улетает, чтобы поиграть с ним. Рим осознает это и решает отправиться туда как можно скорее. Остальные девочки соглашаются присоединиться к нему, несмотря на риск того, что феи и личность дракона будут раскрыты. Он готовится к отъезду и просит Стеллу остаться здесь и позаботиться о Нене и других заложниках. Нена настаивает на том, чтобы присоединиться к ним в защите города, но укротитель просит ее подождать и не торопиться, чтобы восстановить силы. Когда она начинает протестовать, остальные девочки уверяют ее, что справятся с этим в одиночку, и она неохотно соглашается. В городе уже начал свирепствовать демон. Он поджигает дома и наслаждается, наблюдая, как крошечные человечки пытаются убежать. Затем он замечает Риана и его компанию, стоящих перед ним. Пока Риан вовлекает его в разговор, Кинай подкрадывается сбоку и бьет монстра. Таня нападает на монстра с противоположной стороны, в то время как их хозяин связывает его своей волшебной веревкой. Однако монстр легко освобождается от оков и готовится напасть на Рина, когда феи выйдут наружу. Они показывают, что нападение было просто отвлекающим маневром, чтобы дать им время подготовиться к настоящей атаке. Они обрушивают на зверя мощный столб молнии, который вызывает мощный взрыв. Участники вечеринки задаются вопросом, удалось ли им победить зверя, когда он выходит из дыма целым и невредимым. Они раздражают его, он вызывает своих подчиненных и натравливает их на банду. Таня отправляет одного из них в небытие, в то время как близнецы используют волну разрушительной магии, чтобы сжечь нескольких. Как только все его рабы будут уничтожены, демон вызовет еще одну волну. Когда Кенат бежит к ним, чтобы убить их, великан бросается на нее и сбивает с ног. Таня злится, что это причинило боль ее подруге, и выпускает на нее свое дыхание дракона. Однако демон использует свою собственную магию и в конце концов побеждает и ранит ее. Рин бросается к ней, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, как вдруг монстр запускает в небо взрывную волну, которая разлетается на части и падает на разные уголки города, поджигая их. Укротитель разозлился и запустил в него своим многозарядным огненным шаром, но без какого-либо эффекта. Монстр хвастался своей невосприимчивостью к человеческой магии, как вдруг близнецы призвали острый осколок и пронзили его прямо в сердце. Райм усиливает магию Тани и Канады и приказывает им пойти и прикончить демона. Они бросаются к нему и безостановочно наносят удары, чтобы ослабить его. Затем феи вызывают из земли поток магии, который подбрасывает монстра в воздух. Канада подпрыгивает в воздух и продолжает наносить удары, прежде чем повергнуть демона на землю. Однако чудовище все еще стоит перед ними невредимым. Оно вызывает волну монстров и начинает воздушную и наземную атаку. Когда оно улетает, Айрин понимает, что оно находится на пути к уничтожению горизонта и приказывает своим товарищам помочь ему осуществить его план. После того, как Таня уничтожает нескольких монстров своим огнем, он просит их сосредоточиться на эвакуации граждан, пока он разрабатывает план. Услышав это, Сора и Руна просят группу оставить эвакуацию на их усмотрение и их магию телепортации, а остальных попросить пойти разобраться с этим. С демоном. Вернувшись в логово героя, Мина рассказывает остальным членам группы, что она слышала, что демон разгуливает на свободе в город. Когда она спрашивает Ариуса, не стоит ли им пойти и разобраться с этим, герой сразу же отказывается, говоря, что король демонов их единственный враг. В то время как Лин просит их расслабиться, говоря, что это может быть просто ложный слух, Гав протестует, говоря, что есть вероятность, что это может быть правдой. Их нежелание принимать его слова за чистую монету раздражает Эриос и заставляет их замолчать. Тем временем Стелла и ее рыцари сражаются с монстрами, чтобы обезопасить путь к спасению горожан. Ее команда теряет боевой дух из-за огромного количества монстров, и она изо всех сил старается поддерживать его. Как раз
раз в этот момент на место прибывают феи и рассказывают им о своем плане телепортации горожан. Поскольку люди и феи не очень хорошо ладят, они говорят ей, что ей нужна ее помощь, чтобы убедить жителей города. Стелла ведет своих подчиненных в город и приказывает им собрать как можно больше горожан и вернуться сюда. Близнецы пообещали Нине, что будут защищать ее любой ценой. С другой стороны, Кейт и Таня заняты разгромом армии монстров, чтобы защитить граждан. Внезапно появляется еще больше подчиненных демонов, и Рин собирается прыгнуть сам, но девочки останавливают его и просят использовать силу Сеги. Там на окраине собралась группа горожан, и феи открыли для них телепортационный портал. В то время как люди не уверены, стоит ли им вмешиваться, владелец киоска с хот-догами помнит их и ту здоровую реакцию, которую они испытали на его еду. Он решает рискнуть ради них и заходит в портал. Следуя за ним, все больше и больше людей начинают выходить вперед, и в конце концов все готовы к телепортации. Как только они исчезают и Стелла вызывает вторую волну людей, к ней выбегает рыцарь и говорит, что монстры их настигли. Услышав это, Дора просит Харуну помочь рыцарям держать их на расстоянии, пока она занимается телепортацией. Вернувшись в город, Канаид и Таня неустанно трудятся над тем, чтобы победить бесконечную волну монстров. Внезапно группа искателей приключений приходит им на помощь и сообщает, что гильдия решила поддержать партию. Ганс предложил им новое мощное оружие для выполнения задания. Все они сдерживают своих подчиненных, пока Рэм разрабатывает план, как победить босса. На окраине руны и рыцари проводят атаку за атакой на монстров, в то время как Сора неустанно телепортирует горожан. Мана внезапно начинает чувствовать себя неловко из-за того, что всегда играла роль девушки, попавшей в беду, и в следующий момент участники вечеринки замечают, что она исчезла. На месте главной битвы Рин понимает, что демон находится слишком далеко, чтобы его магия могла дотянуться до него, и говорит своему спутнику, что ему нужно дотянуться прямо до его лица. Канан предлагает Тане превратиться в дракона и отнести его туда, но она отказывается, говоря, что в таком виде она не очень проворна и в конечном итоге сделает их более легкой мишенью. Когда она предлагает феям использовать магию телепортации, Леди Дракон отвергает и это, так как это не очень хорошо сработает, когда целью является движущаяся цель. Только что Нина выбежала и бросилась к их хозяину, умоляя его позволить ей помочь. Две другие девочки внезапно осознали, что, будучи полубогами, Нина сможет справиться с тонкой телепортацией, необходимой для того, чтобы доставить Риана туда. Услышав это, он попросил своего компаньона Лиса помочь ему приблизиться к демону. Он немного замешкался, когда увидел большую волну монстров, бегущих в ее направлении, но Таня и Канак заверили его, что справятся с этим, и попросили поторопиться. Демон-послушник Рене бежит к нему с маной на спине, что сбивает его с толку. Демон стреляет в них, но Рене использует свою волшебную веревку, чтобы увернуться от атаки и забраться на крышу. Пока монстр продолжает атаковать их, он продолжает раскачиваться, чтобы увернуться. Как только босс начинает мощную атаку на них, Нина телепортирует их в сторону и поднимает в воздух прямо перед врагом. Он пытается убежать, но Нине удается преследовать его благодаря своей способности демагога. Босс посылает своих подчиненных атаковать их, но Рин увеличивает свою собственную силу, и Нина немедленно телепортирует его рядом с демоном. Рин немедленно протягивает руку и касается демона, чтобы связать его своей магией. Однако это прикосновение также приводит к тому, что он заражается магией демона. Он преодолевает это, используя свою силу воли, и передает контроль демона своим подчиненным. Как только босс освобождается от своих пут, он приказывает своим новообразованным питомцам атаковать зверя. Монстры пожирают зверя и, наконец, кладут этому конец. Торжество Рин длится недолго, так как Нина теряет сознание из-за длительного использования своей способности. Как раз в тот момент, когда они вот-вот упадут на землю, подлетает Таня, ловит их и отводит к остальным членам банды. Вместе они наблюдают восход солнца над городом, который им наконец-то удалось защитить. После того, как они хорошо отдохнули в домике, Нина просыпается, чувствуя себя отдохнувшей и энергичной. Она говорит, что благодарна Рину за его доброту и хочет отплатить ему поддержкой в его приключениях. Таким образом, она настаивает на том, чтобы он заключил контракт и с ней. Рин не решается принять ее предложение, так как не знает, сможет ли он заключить еще один контракт с высшим видом, особенно с таким могущественным, как Мина. Однако он не может устоять перед ее милым и серьезным выражением лица. Поэтому он решает попробовать. Он активирует свои способности укротителя, надеясь на лучшее. К его удивлению и радости, контракт оформляется без каких-либо осложнений, и глаза Нины сияют от радости. У Рина в груди разливается тепло, когда он осознает, что только что пополнил свой гарем еще одной беспризорницей. Другие девочки, которые были свидетелями этой сцены, не ревновали и не злились, а скорее были счастливы и взволнованы. Они приветствуют Ману как свою новую младшую сестру и осыпают ее нежностью и комплиментами, заставляя краснеть и хихикать. На следующий день, когда они прибывают в гильдию, гости видят Стеллу, разговаривающую с Натали. Когда Рион выражает свое удивление, увидев здесь капитана рыцарей, девочки объясняют, что они обсуждают сотрудничество между гильдией и орденом. Натали признает, что они даже не подумали бы о том, чтобы помочь ордену под руководством Галипы со Стеллой во главе. Они более чем готовы расширить свои возможности. Поддерживаю. Партия более чем рада это слышать.
потому что это означает, что дела в городе идут на лад. Капитан добавляет им радости, сообщая, что она позаботится о том, чтобы бывший лорд выплатил все свои долги. Укротительница извиняется за внезапное увеличение своей рабочей нагрузки, но она просто увольняет его, говоря, что счастлива, что теперь может открыто работать на благо общества. Горизонт. Далее Натали рассказывает ему, что он был повышен на 2 ранга и теперь является морским авантюристом благодаря своим недавним подвигам. Она говорит ему, что решение о повышении было принято не только гильдией, но и Стеллой и другими авантюристами, которые тоже просили об этом. Слушая это, гарем Рина чрезвычайно рад, что силой их хозяина теперь признается всеми. Администратор также сообщает им, что очень скоро они могут рассчитывать на огромную награду от гильдии. Риоан просит своих спутников решить, что они хотят на праздник, когда Натали замечает новое пополнение на вечеринке. Когда он представляет ее, администратор гильдии поддается ее острой агрессии. Укротитель говорит ей, что причина, по которой они здесь находятся, заключается в том, что комната, в которой они сейчас находятся, слишком мала для вечеринки из 6 человек. Он спрашивает ее, может ли гильдия как-то помочь им в этом деле. Натали предлагает ему купить дом прямо сейчас, потому что он достаточно богат. Она говорит ему, что многие искатели приключений поступают именно так, и сообщает ему, что гильдия выступает в качестве агентов по недвижимости и предоставляет субсидии. Когда он спрашивает мнение своих беспризорников, они более чем счастливы переехать из гостиницы. Они идут посмотреть на доступные объекты недвижимости, но им ничего не нравится. Когда они добираются до последнего объекта недвижимости, который есть в списке Натали, они влюбляются в него. Когда Натали начинает перечислять достоинства особняка, Таня спрашивает ее, почему это был не тот объект, с которого она начинала. Если она знала, что это именно то, чего они хотели. Руна добавляет, что чувствует запах манипуляций, и все они бросают на секретаршу убийственный взгляд. Услышав это, Натали говорит им, что в этом доме водятся привидения. Это до смерти пугает Канады, и она прячется за спину своего хозяина. Она объясняет, что поскольку физические атаки не действуют на призраков, она становится легкой мишенью для их одержимости и преследования. Одна из фей спрашивает, что именно делают призраки. Она говорит им, что они охлаждают воду в ванне и меняют местами соль, сахар и другие подобные вещи. Все, кроме девочки-кошки, потеряли дар речи из-за того, что администратор преувеличивала эти мелочи. Участники вечеринки решили осмотреть дом изнутри и оценить положение вещей, прежде чем принять окончательное решение. Натали отказывается входить внутрь и предлагает вместо этого охранять вход. Как только гости вошли в дом, они поняли, что там нет электричества и царит кромешная тьма. Им придется полагаться на свои чувства, чтобы ориентироваться в комнатах. Они будут удивлены тем, насколько все было чисто и организовано, как будто кто-то регулярно здесь убирал. Однако вскоре их любопытство перерастает в ужас, когда окна и двери начинают постоянно захлопываться и открываться, создавая громкий и пугающий шум. По дому разносится леденящий душу голос, приказывающий им уходить. Затем перед ними появляется бледная и полупрозрачная девочка, которая смотрит на них сердитыми глазами. Канадец, который уже боится призраков, кричит и прячется за Рин. Феи, которые ничего не боятся, быстро произносят священные заклинания, чтобы тренировать дух, но призрак слишком быстр, чтобы попасть в него. Затем близнецы начинают анализировать ситуацию и придумывать возможные решения, игнорируя срочность ситуации. Это только еще больше разъяряет девочку, и она закатывает истерику, швыряя в них предметы и мебель с помощью телекинеза. Таня понимает, что дух не обладает никакими атакующими способностями, что застает призрака врасплох. Затем она замечает Канаи, пытающуюся спрятаться в углу, и решает прогнать ее, так как она является самой слабой мишенью. Однако девочка-кошка в конце концов так пугается, что ее тело частично переходит в мир духов, и она может наносить призраку физические удары. Она начинает преследовать призрака повсюду, и теперь призрак боится девочки. Феи запечатывают комнату, чтобы помешать призраку сбежать, а Таня хватает Кано и возвращает ее к реальности. Затем призрак пытается завладеть телом Рине, но ему удается заморозить ее Минаир из-за своей приручаемости. Он рассказывает, что один человек в его деревне научил его укрощать фантома, что позволяет ему контролировать ее. Призрак сдается и покоряется любой судьбе, которой он хочет ее подвергнуть, будь то горение или кипячение. К ее удивлению, Рин представляется ей и пытается завязать с ней разговор. Очарованная этим чудаком, она говорит ему, что ее зовут Тина, и она работала горничной в другом городе до своей смерти 30 лет назад. Ее хозяин был имбецилом-садистом, который убил ее, и следующее, что она узнала, это то, что она проснулась призраком. Когда ее спросили о том, что она планирует делать дальше, она сказала им, что сама переедет из дома, так как не думает, что сможет это сделать. Устраивая вечеринку погулять. Райан спрашивает Канаду, не боится ли она до сих пор, на что она отвечает, что пока ей страшно, она сможет поладить с Тиной, если вся вечеринка будет с ней. Таким образом, они предлагают Тине пожить здесь с ними. Тина настаивает на том, что она переедет, но Рин убеждает ее остаться, говоря, что ее присутствие значительно снижает цену на недвижимость. Как раз в тот момент, когда она собирается согласиться, она понимает, что чувак просто придумывает случайные отговорки, чтобы заставить другую девушку присоединиться к ним. Таня говорит ей, что от доброты их хозяина ничего не добьешься, и все остальные девочки тоже умоляют ее остаться. Таким образом, она в конце концов принимает их предложение и переезжает к ним. После того, как Рин ознакомилась с контрактом в офисе гильдии и завершила покупку дома, она почувствовала прилив волнения и облегчения. Он наконец-то осуществил свою мечту о собственном доме и создании семьи. Натали смотрит на него с восхищением и удивлением. Она не могла поверить, что укротителю
удалось собрать такую разнообразную и могущественную команду, включая редкого и таинственного призрака. Она поздравила его с успехом, а Кейн напомнил ему, что им нужно спешить на рынок, чтобы купить припасы для остальных участников группы, которые были заняты подготовкой к праздничное празднование новоселья. Когда я иду на рынок, Ариос и его компания подходят к продавцу фруктов и просят его выдать им недельный рацион. Он просит его сделать это бесплатно, так как в настоящее время у него не хватает средств. Его компаньон Адам несет чушь о том, что помощь герою – это дело Божье и должно быть делом чести для владельца магазина. Однако мужчина отказывается, говоря, что у него нет лишнего товара, что оскорбляет Ариоса. Он говорит ему, что они отправляются в путешествие, чтобы победить короля демонов и спасти мир. Владелец магазина называет их бреднями и напоминает им, что они даже не спасли горизонт, не говоря уже о мире в целом. Компания глубоко оскорблена и решает перенести свой бизнес в другое место. Однако владелец магазина рядом с продавцом фруктов говорит им, что ни один магазин на рынке не хочет им помочь и просит их просто уйти. Постепенно вокруг них собирается вся публика и начинает говорить о них гадости. Ариос разрушает фруктовую лавку и в гневе убегает, сопровождаемый своими товарищами, когда люди начинают восхвалять Рина и обещают себе, что он уничтожит укротителя зверей. Позже тем же вечером Канада и Райан вернулись в свой особняк с праздничными принадлежностями и увидели, что вся компания собралась у дверей, чтобы поприветствовать его. Укротитель преисполнен благодарности. Тайна и Руна приготовили пир, чтобы отпраздновать свою победу и свой новый дом. Пока гости пытаются решить, с чего начать, Нина благодарит Риана за то, что он спас ее от одиночества. Все остальные девочки должны признать, что теперь они обрели семью вместе с ним и навсегда избавились от своего одиночества. Прежде чем Риан осознает это, он начинает плакать от благодарности за то, что дыра в его сердце наконец-то заполнилась. Наслаждаясь праздником, они готовятся к жизни полной приключений здесь, в этой новообретенной семье.